Здравствуйте! Во время прогулки по городу Капулете мы посетили краеведческий музей. В этот день был большой праздник Мария Моба. Этот день в Грузии является государственным праздником и, соответственно, выходным днем. Когда мы пришли в музей, главный вход был закрыт, и в этот момент из окна на втором этаже мы услышали голос. Оказалось, что в этот день директор музея находился непосредственно в музее. Таким образом, нас пригласили на экскурсию и смогли познакомиться с Резо Такидзе. Вот его карточка. Когда мы путешествуем по Грузии, с нами часто случаются какие-то интересные истории, приключения. В этот раз произошло так же. Резо показал нам экспонаты и рассказал много интересной и полезной информации, которой я поделюсь с вами в этом ролике. Если вы отдыхаете в Батуми, в Уреке или Григолете или в Поте, неважно, если вы находитесь рядом, пожалуйста, загляните в это место. В этом музее вы не только увидите интересные вещи, но и познакомитесь с хорошими и интересными людьми. Краеведческий музей в Капулете открылся в 2012 году. Располагается в здании бывшего кинотеатра. Имеет 3 этажа. Основные экспонаты музея – археологические находки из окрестностей Капулете, принадлежащие разным эпохам. Всевозможные предметы крестьянского быта, одежда, посуда, оружие, инструменты и даже мебель. Все это является частью реконструкции деревенской избы и мастерской. Также в музее представлены работы из черного дерева местного скульптора Вирулидзе. Очень понравились картины, которые рассказывают про быт Грузии. Например, это подготовка к Новому году. Да, вот это елка наша. Да, как Чучела делает там. Точно, да, вот бабуля. Делает. Там что-то вот тесто месит. Поросенок вот висит. Ага. Это корзинка делает, а вот бабушка вот красный перец вот, чтобы сухой стал. Здесь уже висит этот перец. Да, кстати, а Петра же тоже, когда она будет? Который вот создает вот рисунки вот тематика этнологии. Заза Цемпирадзе. При входе в музей на первом этаже висит большой стенд. На нем изображены 4 туристических маршрута. По этим маршрутам можно отправиться на экскурсии. Федик. А нам мужчина сейчас на ступеньках сказал, что он вообще не работает. Представляете? Так было грустно. Я говорю, давай спросим. Это наш периодичный вот здесь это на грузинском, но можно вот что-то. Это старинный город Капулете, какой это он был? весь Капулете, но это 3-4 маршрут. Маршруты. Это туристические линии маршрут, к которому можно поехать и посмотреть. Ага, то есть это вот он действующий. Действующий.
вот проект дома. То есть А настоящий. здесь ситуация уже внутри, что происходит. Ага, в таких домиках жили, да? Да, это вот получается? поздно средневековый. А почему на сваях постоянно? Потому что вот если вы знаете, вот Кабулете, вот на Ага. северно-восточном части есть болото. Да, Это болото непростое, это как заповедник. заповедник. Это ходит Есть тройки Ипсани. семей. Ипсани вы имеете в виду? Испания. Испания, да. Испания. Вот. Ага. Где болото, там сирота. Ага. И наши вот придумали такой вот выход. Домики строили на Чтобы сваях. на Это вот сваях. амбар, да? Это тоже на А как он называется? Он просто амбар? Налия. Налия? Налия. Налия. Вот, например, у вас в Украине или Беларуси, Да. наоборот, Да. подземный вот Да, 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 делают, да, да. да? Там Как называют хранится это подземный, погреб. это погреб. У нас погреб это. А у нас наоборот, на высоту надо делать, потому что у нас вот есть сирота, вот есть некоторые территории, в Западном Грузии, можно сказать, вот есть вот. То есть здесь погребы не делают? Погребы нельзя, вот, не угодно. В горах можно делать, и Да. Западном Грузии, но Да. вообще лучше вот такие вот амбары вот Ага. делать, налить. И там, опять же, можно хранить любые продукты? Фрукты, все. Это что за где-то вообще Ну вот, наверное, для чего-то, чтобы поднималось или что? не поднималось. Вода, может Нет. быть? Нет? Мишки, чтобы не поднимались. Как люди поднимались в эти амбары? По лестнице, наверное, Вот да? лестница вот так. Вот так вот на лестнице. Юрка, которого есть вот форма церкви, как базилика. Ух ты. И человек вот растется вот духовным Духовный рост. представлением вот базилики. Даже так, даже колыбелька для ребенка Колыбелька тоже есть для ребенка. получается. И есть вот специальная песня, которую вот поет мама. Ага. которая Колыбельная. Да, это как молитва. Ух ты. Это как молитва. Как называется? Явнана. Явнана? Явнана. Нана это древногрузинском, западногрузинском вот речи это мама. Мама. Мама, деда. Да. Да. И Явнана это первое слово вот ия, аия вот наши когда изучаешь вот грузинский вот азбуку. Первая буква звуки. это аия, и а. Ага. И Явнана это вот как начинающий вот разум, вот как человек начинает вот Так. все представление, как в этом мире вот человека вот все это формируется, а эта песня помогает, чтобы она Успокоить ребенка. успокоится, и он слушает и как бы всё. познает. Да. В каждом доме был одна комната, которая всегда была закрыта. Так. И это вот там Так. 3 комнаты, да? Да. Там есть ход. Так. Можно Да. с одном другом там ходить. А здесь вот из двора, во Из двора двора. ход. Потому что там, чтобы было для детей, чтобы не было доступно. Не опасно, вот, чтобы какие-то было вот закрыто. Там же есть вот там материалы, вот инструменты, что-то, чтобы это было защищенная комната. И орнаменты, которые это 100, 150, 200 лет назад. То есть это наши. настоящий? Здесь, вот здесь. Это тоже дерево, да? Это дерево, вот одна Ага. культовое здание было вот при советском. Так. И был построен в 1906 году, по-моему. А это вот, можно сказать, самый древний вот художественный вот То есть рисунок. с этой стороны что-то нарисовано. Это вот нарисовал тогда вот, пока нарисовал, а потом делал. Эскиз. Эскиз. Это эскиз. И можно это признать самый древний эскиз. Называем сацнахели. Так. Но это на английском wine press. Я поняла. Виноград и выживаем здесь сок, а там этот сок вот Выливается. потом берем и квеври. Расскажите вообще, когда появился музей, в каком году, сколько он работает, то есть вот Музей немножко. появился вот в 2000
12. Так. В конце 2012 года. Мгм. Конец Ну, 2012. почти 8 лет, как это существует. Раньше при советском здесь музей никогда не существовало. Новая это вот тематика, можно сказать, в нашем муниципалитете, но стараемся мы, чтобы вот что-то, Вы были основателем, можно сказать. так, да? Да. То есть с чего начиналось? Первый экспонат какой был? Первый экспонат всегда это этнографические материалы, этнографические, а потом и археологические вот раскопки, а потом уже разные. Можно сказать, вот у нас уже до 15 тысяч экспонатов здесь. Уже, получается. Да. И вы в процессе поисков новых Я постоянно? вообще по профессию археолог. Вы археолог непосредственно. Скоро буду защищать вот диссертацию, который прямо вот посвящается Кабулете. Страна Кабулете называется. Вообще, пока мы работаем вот вокруг Кабулети. Только кабулетские, получается. Можно, если будет вот экспедиция или вот какая-то вот, можно потом... А если не хватит места для экспонатов, что Ну, делать? храним это, у нас есть специальный фонд. А, есть еще как бы место, где можно Да. менять экспозиции Да, постоянно. меняем. Меняется, что у нас да? 15 тысяч экспонатов. Ну да, в я данный смотрю, момент. что здесь же И не здесь будет вот столько. до 1000, например. Да. Но у нас есть такая политика, вот год 4 раза минимум, вот, Менять. как сезонные вот экспозиции мы делаем, вот, Ага. осенняя экспозиция это другая, потом лето, например. То есть, если мы весна, приедем и сейчас осенью, тут будет уже что-то будет новое, по-другому, да? новое. Не все можно поменять, но что-то Ну, что-то меняется. меняется. Ого. Скажите, пожалуйста, стоимость в музее какова? Ну, для взрослых 3 лара, для студентов 2. Для детей? Детей, да. Для детей Лари. Ага. У нас есть услуга гида, вот, в Ага. группе это 15 лар, а если индивидуальный будет, это уже 10 лар. Ага, все понятно. Еще раз, график работы в обычные дни. Но вообще это выходной у нас понедельник. Официально он- Официально понедельник, но если вот летом вообще работаем, мы каждый день работаем. Каждый день Но даже? Если праздники, вот по Понедельник праздникам, выходной. праздникам понедельник рабочий, отдыхаем, и получается. работаем вот понедельник. А суббота-воскресенье? Суббота, воскресенье, осенью, зима, это отдыхаем. Выходной. А летом работаем. С 10 до 6. До 6. До 6 вечера. Угу, спасибо большое. Так, сейчас мы... Вы же знаете, в болоте формируется уголь. Да. Но надо 100 тысяч лет ждать. Это дерево, но уже он свойство изменил в болоте. Это Что? было дерево в болоте. Дерево в болоте. Утонувший, так сказать. И им возраст 10 тысяч лет. Обалдеть. Это по лаборатории установлено. Один только делает это. Ваша Вернулидзе, наш местный скульптор. В каждом есть вот мисс. И сами вы должны вот угадать. Что имел в Что виду? задумал вот скульптор. Да, смысл. А, нижний? Да. У Подождите. нас в Черном море есть такой рыба, конек. Точно такой форма имеет. Вот что это такое? Вот нет, вот это вот. Вот, да. Как ты считаешь? Журавль. Ну да, это птица. Да. Птица, райская Вот. птица. Автор называет влюбленный аисты. А вот мне понравилось вот то, вот второе. Это Второе, что? это композиция дерево, райское дерево. А райское дерево, да? А вот тут почему свеча? Это свеча, потому что это он сделал в 1989 год, когда 9 апреля был у нас. Это вот здесь как будто рука, а это церковь и называется Алтарь? Грузия, который нуждает помощь. А вот это интересно, разгадка, что там? Это волк? Волк, который вот глубокой ночь Воет. Вот, да, волк. Это уже что-то книжное получается. Это сувенирная лавка или что это? Здесь А что здесь написано вообще? Здесь вообще молитвы и история не только церковная, вот история вот нашей древней. Это из церкви где-то, да, письмена? Нет, домашние. Это, А, то есть дома человек хранят. писал молитвы. Да, дома хранят.
жил по пятилетнему, такие задачи были пятилетние. Это все вот пятилетние задачи. Это стул, можно сказать, вот не так древний, вот, советское время, вот, но, знаете, у нас до советского периода, когда турки вот правляли, кади это как судья. Кади. Кади это судья. А вот там это боках, вот, которые нарисовали. Ага. Весы. Весы. Это говорит, что он будет справедливый вот руководитель. Это Грузия, по бокам весы, чтобы Весы. было... Это наш один художник нарисовал все буквы грузинские в современном стиле, но сохранил вот... А Санта-Врулия, помнишь, это? Асунтаулули, да. Это он, да? Да. И подарил нас.